Всем привет, меня зовут Кейт Мунденс, и сегодня я хочу поговорить о новом альбоме нидерландской симфо-метал группы The Lane под названием Moonbathers. Поехали! Итак, пятый по счету альбом The Lane выйдет 26 августа сего года, но я засранец, который получил возможность прослушать этот альбом раньше релиза. Но мне кажется, что группа выложит этот альбом по частям гораздо раньше, чем я сделаю этот обзор. Идея названия альбома Moonbathers заключается в поиске света даже в темные времена, как завещал Дамблдор. Чё у меня за ассоциации-то пошли? 4 часа утра, ребят, что вы думаете, меня упороло-то? Песни на этом альбоме довольно мрачные по своему смыслу, однако в них есть какое-то ощущение света в конце тоннеля. Луна, как рассказывает сама Шарлотта, является идеальным олицетворением тех, кто может найти утешение, скажем так, в темноте, во мраке, для кого отрицательные эмоции могут стать стимулом для чего-либо и так далее. Альбом начинается со стремительной и напористой Hands of Gold, где преобладает немалая доля оркестра. В принципе, оркестр играет далеко немаловажную роль на этом альбоме, но он идет все-таки как дополнение, а не как главная музыкальная часть альбома. В Hands of Gold чувствуется, что звучание группы еще чуть-чуть утяжелилось, даже в сравнении с The Human Contradiction. Чего уж говорить о ранних работах. Единственный минус этой песни — это гроул Алисы Уайтгласс. Я не знаю, почему гроул Алисы так сдал в последнее время, но он стал звучать невыразительно и вообще как-то несерьезно. Что в старинной Demons in You, что здесь. Я думаю, многие слышали эту песню, потому что она вышла как первый сингл уже непосредственно к альбому. Это мелодичная, довольно тяжелая и мощная песня. Такая же, как и Sucker Punch. Sucker Punch вышел еще в составе мини-альбома Lunar Prelude. Это тоже довольно простая по своей структуре песня, тоже мелодичная, но с таким мощным плотным звуком. И от этого она не звучит слишком попсово, что ли. То есть вроде как простые мелодии, простые структуры песен, но при этом они звучат массивненько, я бы сказала. The Hurricane является своего рода передышкой после 3 боевых песен. Темп песни тут более медленный, размеренный. Но тут достаточно мощная музыкальная часть, поэтому как-то я не решусь эту песню назвать балладой. Хотя по своей структуре, да, она похожа на балладу. Это баллада с чертовски красивой мелодией. Плавная мелодия, переходящая в шикарную музыкальную часть. Прям офигенчик. Мне очень понравилось. Так как это баллада, тут минимум всяких рокерских примочек. Единственное, что меня немножечко смутило в этой песне, это голос Шарлотты, который, как мне показалось, чуть-чуть не дотягивает. Чувствуется, что иногда не хватает мощи голосу. Fire with Fire тоже вышел как сингл, что ли. Для меня эта песня почему-то отдает духом 80-х. Забойная, драйвовая песня. Я думаю, она могла бы вполне стать каким-нибудь радиохитом, потому что у нее есть для этого потенциал. Тоже довольно простая песня, но при этом динамичная и с запоминающимся мотивом. Pendulum. Не, ну по катушке с Nightwish точно прошли не зря. Pendulum. Стандартная песня с симфометальным звучанием, где гитарки на заднем плане делают фирменное симфометальное дж-дж. Но звучит это даже неплохо, я бы сказала. Но меня эта песня как-то не особо так впечатлила, поэтому я не так уж и много могу о ней сказать. Google, help, танц макабр. Ща, минуту. Подождите. Полиглот в действии. Это же французский, да? Danse macabre. Danse macabre. А я как читала? Французский язык, он меня убьет когда-нибудь. Danse macabre. Danse macabre. Короче, танец смерти. Эта песня одна из самых моих любимых на этом альбоме, и я считаю, что она также довольно интересна в принципе. Но предупреждаю, у этой песни не самое обычное начало. Она начинается с вокализов,
Шарлотты, и при самом своем первом прослушивании я заржала в голос, потому что это было, ну, очень неожиданно для меня. Но потом эта песня взяла и заела у меня в голове, и вот уже несколько дней я хожу, и у меня в голове крутится вот это вот и я не знаю, как от этого отделаться. Помогите! Спасите! Очень тяжело сделать годный и слушабельный кавер на Queen, потому что это группа с неповторимым стилем и потрясающим вокалом Фредди Меркьюри. И когда я узнала, что The Lane сделали кавер на Queen, я невольно напряглась. Но сам процесс одобрил Брайан Мэй, так что это уже о чем-то говорит. Кавер получился интересным, но почему-то от него отдает больше не духом Queen, а если бы Абба начала играть металл, и они бы на подпевку взяли бы Сиси Кетч. Ну и либо они позвали вместо Шарлотты Аннет Олзен. Но сама песня не потеряла атмосферу оригинала, а это важно. Turn the Lights Out тоже родом из мини-альбома. Лично я заслушала ее до дыр, потому что эта песня мне нравится абсолютно всем. Вот честно, начиная от музыкальной составляющей, оркестровой составляющей, заканчивая вокалом Шарлотты, лирикой. Ну, короче, это просто идеальная песня для меня. Начало этой песни похоже, знаете, почему-то это слышится так, как будто это вот оркестровая, по крайней мере, часть этой песни, она писалась не под альбом The Lane, она писалась для какого-то фильма, но что-то как-то не срослось, и она ушла к The Lane. Я не знаю, она слышится так, как будто ее писали для чего-то совсем другого. В принципе, эта песня является по большей части инструменталом. Голос Шарлотты мы слышим всего лишь один раз, и то она поет какой-то там крошечный один куплетик а-ля акапелла, и все. В этой песне очень много оркестра, прям больше, чем в остальных песнях альбома. Вообще, несмотря на мои дурацкие ассоциации, эта песня сама по себе очень атмосферная, как раз благодаря оркестровой части. И это довольно эпичный способ завершить альбом. По мне, так группа по сравнению с предыдущими альбомами поднялась на уровень выше. Звучание стало намного тяжелее и мощнее, и если так дело пойдет дальше, то The Lane могут перестать быть разогревающей группой и вполне могут стать хедлайнерами. Довольно тяжелый получился альбом, как раз из-за мощной оркестровой части. Также инструментальные партии усложнились, и гитарный соло усложнились, там драм-партии усложнились, вокал Шарлотты, он стал разнообразнее. Только у меня, вот я не знаю, думайте обо мне, что хотите, только у меня создалось впечатление при прослушивании, что покатушки с Nightwish по Америке не прошли даром, и это каким-то магическим образом отразилось на звучании The Lane. И почему-то на вокале Шарлотты, которая иногда поет ну совсем как Аннет. Например, Hands of Gold или The Hurricane. И у меня такое ощущение, что голос Шарлотты претерпел некоторые изменения. Я не знаю, с чем это связано. Он либо слаб из-за загруженного расписания туров. Они альбом писали в перерывах между турами. Либо просто с возрастом какие-то изменения пошли. То ли они перестарались с обработкой, но петь она стала реально по-другому. Я не говорю, что это плохо. Меня, например, это вообще не напрягало, но факт остается фактом. А так альбом получился довольно разноплановым. Тут определенно есть что послушать и определенно есть интересные вещи. Я могу с уверенностью сказать, что группа наконец-то нашла свое фирменное звучание. На The Human Contradiction они только как его нащупали, а вот здесь мы уже слышим это в полной мере. Мне лично альбом очень сильно понравился. Надеюсь, что я не буду единственной в своем мнении. Ну, я думаю, на этом все. Огромное спасибо за просмотр. Слушайте только то, что вам нравится. Ждем альбом The Lane 26 числа. Ну, с вами была Кейт Мунденс. Увидимся в следующем видео. Пока!